Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Сегодня мы опять занимаемся консервацией, а именно мы будем делать тушенку в автоклаве из курочки. Мы купили 3 курицы, третья не поместилась, они довольно-таки крупные. Каждая курица вес где-то примерно 2200-2300. Куры у нас не домашние, они покупные, но мы покупали их уже много раз. Они очень вкусные, очень ароматные, и у них вообще нет никакого запаха. Конечно, они наколоты, как же без этого, но тем не менее из всей продукции куриного мяса, которые у нас продаются, эти курочки являются самыми вкусными, ароматными, ну и крупненькими. Производителя таких курочек я называть не буду, потому что сейчас это запрещено. Если кому-то очень интересно, пишите в комментариях, я обязательно отвечу на ваш вопрос. Курочки у нас хорошо вымыты, и сейчас их нужно разделать, разрезать или разрубить на порционные кусочки. Одну курочку мы уже разделали и решили все-таки показать, на какие куски мы разделываем курицу для тушенки. Сначала отрезаем окорочок. Теперь окорочок делим на 2 части. И туда же. Затем крылышки. Вот эту крайнюю часть, я не знаю, как она называется, мы убираем. Ее не берем. А крылышко также разделяем на 2 части. Хребет и грудку также берем в тушенку. Не выбрасываем, не откладываем на суп. Никуда. Все уходит в тушенку. Грудку также нарезаем на порционные кусочки. Это пол грудки получается на 4 части. Хребет, хвостик убираем, а из внутренней части также убираем селезенку. И также нарезаем на порционные кусочки. Надо, наверное, топориком. Курочки у нас разделаны. Теперь нужно их промыть холодной водой, чтобы убрать лишнюю кровь. Включаем воду, прям видно даже, как кровь кусками уходит. Она и не будет лишнюю пену создавать в тушенке. И бульончик будет прозрачный. Ты их так немножечко отжимай, чтобы лишняя вода. Потом все равно отсюда еще нужно будет слить.
Пока стекает лишний сок и лишняя вода из курицы, даже не сок, а вода, я подготовила баночки. Я их хорошенько вымыла, но не стерилизовала, потому что мы будем делать тушенку в автоклаве. Температура в автоклаве будет 120 градусов часа 2, поэтому надобности в дополнительной стерилизации абсолютно нет. Вообще в каждом автоклаве идет инструкция, где строго там прописано, сколько минут, какой продукт нужно автоклавить. Короче говоря, консервировать. Мясо птицы написано 50 минут. Но мы уже делаем не первый раз. И нам нравится, чтобы косточки были мягенькие. Кроме того, я где-то прочитала, что чем дольше стерилизуется, тем дольше может храниться. Но поверьте на слово, получается настолько вкусно, что вот этих 8 баночек, они не будут долго лежать. Максимум полгода. Больше, извините, не знаю. Кстати говоря, я недавно выкладывала видео о том, как мы делаем домашние консервы из рыбы. Мы делали консервы из горбуши. Получается очень-очень вкусно. И тоже такие консервы долго не лежат. Храним мы эти консервы дома. У нас нет ни гаража, ни погреба, поэтому они находятся у нас сначала на балконе, а когда уже мороз, мы просто заносим в квартиру, и хранятся они в комнатных условиях. Если уж очень много воды и вам это не нравится, такой расклад не устраивает, лишнюю воду можно убрать бумажным полотенцем. Мне нравится, когда вот открываешь баночку, а там еще есть этот бульончик, который зажелируется и получается практически холодец. Поэтому мы сильно не вымакиваем, оставляем практически вот так, как есть. Теперь в каждую баночку я кладу по штучек 5-6 перца горошком. У меня здесь смесь перцев и черный, и белый, и красный. Я не считаю поштучно. Сколько взяла, столько взяла. Нам нравится, когда оно получается с таким ароматом пряного перца. И душистый перец. Но его я беру по одной горошинке. Теперь я кладу лавровый лист. Если лист крупный, то один. В большие баночки я положу крупные листики. А в баночки поменьше я положу по 2 маленьких. Начинаем укладывать мясо в банки. На низ желательно класть ножки. Они с косточкой. Поэтому их нужно положить на низ. При такой разделке курицы практически каждый кусок будет с косточкой, но нужно так уложить, чтобы более толстая косточка оказалась снизу. А сверху можно уже ложить мякоть, грудку, бедрышки, кому как больше нравится. После того, как баночки наполнили наполовину, нужно добавить соль. И я кладу... Это баночки по сколько у нас? Вот эти литровые? 750. 750 я беру неполную чайную ложку соли. Мы уже один раз закрывали, именно столько соли ложили, и ее оказалось в самый раз. Без горки. А в литровую баночку,
столечко. Мясо под самый верх накладывать не нужно. Нужно оставить, чтобы вот к венчику, чтобы примерно 2 сантиметра осталось воздуха. Водичку сюда добавлять я не буду, потому что эта курочка будет в собственном соку. Мяско у нас уложено. И теперь нужно закрыть крышкой и будем готовить автоклав. Закрываем плотненько, не оставляем. Пока готовится автоклав, я хочу показать тушенку из прошлой партии. Вот столько сока она даст. Сверху получается жирок от шкурки, а остальное все бульончик. Она очень вкусная. Мы уже открыли, попробовали. Это очень вкусно. Мы решили закрыть еще. Автоклав у нас на газу. И если мне не изменяет память, 20 литров. В него как раз поместится 8 банок. По 4 банки в ряд. Я в прошлый раз уже рассказывала, что автоклав у нас имеет 2 режима стерилизации. Как полностью заливается водой или на пару консервация происходит. Мы выбрали режим на пару. То есть наливается водичка до определенного места, вот это вот, по-моему, до сюда, да? Да. И путем того, что вода кипит, паром обрабатываются баночки и происходит стерилизация наших банок. Теперь загружаем баночки в автоклав. На низ мы поставим литровые банки. Там вот такая вот сеточка. Вода получается ниже сетки, да? Я же не вижу, да. У меня не выросла молокосоева. Затем ставится опять сеточка. И загружается второй ряд банок. Затем укладывается уплотнительное кольцо. Там есть бороздочки, да, которые должны сесть на свое место. Вон они стоят. Как грибочки с красными головками. Одевается крышка, и крышка затягивается напрочь плотненько болтами. А мощные такие, да? Да. А ты не помнишь, чье производство автоклава? Я вот тоже что-то забыла. Я ведь смотрела, но забыла. В принципе, с каждым автоклавом идет своя инструкция. Там все подробно написано. Если соблюдать все, что написано, и технику безопасности, то я считаю, что абсолютно безопасный аппарат. Но очень хороший помощник в хозяйстве. Особенно для тех, у кого свое личное подсобное хозяйство. Ну или рыбаки, если есть рядышком река. Очень вкусно тоже получается рыба, очень. Все, мы включили газ. И ждем, когда водичка закипит. Наши датчики будут повышаться температура. Это же температурный, а здесь будет давление. Когда пойдет пар, лишний пар уходит по такой вот трубочке в баночку с водой. А затем что ты делаешь? Я перекрываю этот кран для поднятия давления. Ага, перекрывается кран для поднятия давления. И с момента, когда перекроется кран, мы будем 2 часа, наверное, сегодня, да? 1,5-2 часа будем стерилизовать наши банки.
Меня муж поправил и сказал, нужно, чтобы активно закипела вода, и тогда пар будет вытеснять воздух. Вот как раз по вот этой трубке будет уходить лишний ненужный воздух. Правильно сказал? Да. Все. Температура подходит к 100 градусам. Давление пока не поднимается. Но пар стал выдавливать воздух. И вот что мы наблюдаем. В паспорте, который шел к автоклаву, написано, что в тот момент, когда начинается вот такое интенсивное выделение воздуха через шланг этот, Да, перекрываем кран. нужно перекрыть кран для того, чтобы Поднялось давление. начинало подниматься давление. Температура 100. Нам надо 120. И наблюдаем за барометр, или За как он называется? датчиком температуры. И за датчиком температуры, и за датчиком давления. С момента, когда перекрыли кран, прошло 20 минут, давление стало расти. Температура тоже у нас примерно 117 градусов. В этот момент мы убавляем газ и следим, чтобы температура не превышала 120, а держалась именно на этой 120, так и должно держаться, да? Да. Ни меньше, ни больше. Так как по опыту могу сказать, что при убавлении газа температура по инерции еще на 1-2 градуса поднимется. Ну, в общем-то и все. Теперь осталось следить за температурой, чтобы было 120 градусов. И оставляем наш автоклав, поглядываем на него на 1,5 часа. Итак, у нас прошло примерно 2 часа, чуть-чуть поменьше. Температура видно, что 120 градусов. Огонь выключаем и даем автоклаву полностью остыть. Это будет до утра. А утром откроем и посмотрим, как там поживают наши баночки. Итак, утро следующего дня. Видно, что температура 30 градусов, но остыла. Снизу только немножечко еще теплая. И мы будем доставать банки и смотреть на результат, что же там получилось у нас. Ну вот они, стоят. Теплые, потрогаем. Не, комнатная температура. Да, сухие, но тепленькие. Нет, теплые, прям теплые слегка. Вот как я и говорила, вот столько получилось сока. Ну, на вид очень даже неплохо. Да, получились курочки в собственном соку. На этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока. Вот такая красота получилась. Вдогонку еще хочу сказать. Видно, сколько сока, и видно, как с шкурочки вышел жир. Вот он будет, не будет пропускать воздух, и благодаря этому наша тушеночка будет спокойно храниться даже в комнатных условиях. Но пока у нас морозов нет, мы эти баночки вынесем на балкон. Там сейчас прохладно, у нас всего 15 градусов. Ну, я думаю, долго он у нас не пролежит. Это действительно очень вкусно.